Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенда спорта и боевых искусств». В сегодняшнем выпуске мы поговорим об основателе Тайо-Дорю Айки-Цуцюцу Сокаку Такэде. Погнали! Сокаку Такэде, основатель одной из школ джиу-джитсу, известный как Тайо-Дорю Айки-Цуцюцу. Сокаку Такэде родился 10 октября 1859 года в Ойке, провинции Айцу, и был вторым сыном Сукити. Будучи ребенком, он стал свидетелем сражений в Айцу, многие из которых проходили в нескольких минутах ходьбы от его дома. Сокаку обучался боксюцу и сумо у своего отца, а джиу-джитсу у своего деда Соэмона. В 12 лет он начал обучаться Онуха и Дорю у Сибуя дома Йокикан Тоцё, которое было расположено в районе Банкимачи провинции Айцу. Этот наставник был знаменитым мастером меча высокого класса. Сокаку проявлял необыкновенные способности в фехтовании. В 16 лет он выиграл поединок на Синаях у одного из знаменитых фехтовальщиков того времени, мастера Момоно Сюнцо, из школы Кёсин Мэйцерю. В 1876 году, после 6 лет занятий, мастер Сибуя дома вручил ему Мэнкэ Кайден, документ, удостоверяющий постижение всех секретов и технических тонкостей школы и дающий право на самостоятельное преподавание. В 1873 году вместе со своим отцом Сокаку посетил Тоцё, мастера фехтования на мечах, Сакаки-пары Кенкичи, с которыми у Сукити были хорошие отношения. Такэде стал учеником Сакаки-пары и остался жить в его Тоцё, чтобы постичь глубины искусства Цикинкакерю. Здесь он овладел многими видами оружия, такими как меч, кен, шест, по, малый лук, ханкю, короткая палка, сё, и метательное оружие, сюрикен. Позже он также получил лицензию в искусстве копья Хоцуэй-Рю. Пребывание Сокаку Такэде в Токио было прервано внезапной смертью своего старшего брата Сокацу в 1876 году. 17-летний молодой человек был отправлен в храм Цуцукуваги, префектуры Фукусима. Главным священником там был Хошино Чиканои, ранее известный как Сайко Таному. Он преподавал нескольким избранным ученикам комплексную боевую систему. Здесь Такэде постигал технику Сайко Таному и весьма преуспел в этом. Такамори Сайко поднял в Сацумы восстание против вооруженных сил нового правительства Мэйдзи. Так, после короткого пребывания, всего лишь несколько недель, в храме, как ученик священника, Сокаку отказался от своих обязанностей и отправился на Кюсю с целью вступления в армию Такамори для оказания поддержки восставшим. Однако его путь прервался в Осаке, где он провел некоторое время в Кенцуцу Тоцё Кюшин Мэйчирю у фехтовальщика Момоно Сюнцо. Там под влиянием обстоятельств Сокаку отказался от своего плана вступления в армию Такамори. Тем не менее, он не вернулся домой, а вместо этого провел следующие 10 лет, путешествуя по южной части Японии и занимаясь самообучением. Известно, что Такэде провел некоторое время в его родной префектуре Фукусима. За это время он женился
и стал отцом твоих детей. Он также сопровождал Сайко Цукумичи, младшего брата Сайко Такамори, на Хоккайдо около 1887 года, когда Цукумичи возглавил проект развития Хоккайдо. Сокаку обучался Тайторю Айкитицуцу у своего отца Сокити, а Оши Киучи он узнал впервые от Хошина Чиканори, будучи учеником священника в храме Цуцукуваки в 1876 году. Хотя Сокаку и решил не становиться священником, после этого он еще много раз посещал своего наставника. В 1898 году в храме Рёсен в префектуре Фукусима под надзором Хошина Сокаку, как говорят, научился проникать в сознание и мысли других людей и постиг глубокие тайны Оши Киучи. С тех пор он стал путешествовать по Японии и преподавать Тайторю Айкитицуцу и Оноха Иторю. В 1910 году он сопровождал Такарапе Санэхиту, начальника полиции префектуры Акита на Хоккайдо. Сокаку решил здесь обосноваться, и там же он вступил во второй брак. Хоккайдо стала его официальной резиденцией на всю оставшуюся жизнь. Позже, по приглашению своего ученика Марихея Уэсибы, Сокаку переехал в город Сиратаки. Сокаку Такэта умер 25 апреля 1943 года в возрасте 83 лет, преподавая в префектуре Аомори. За свою жизнь он освоил множество различных боевых искусств, был мастером Тайторю Айкитицуцу, а также развивал свою духовную силу посредством постоянных молитв, религиозных обрядов и аскетических практик в святых местах. Он настолько хорошо владел мечом, что его боялись и называли маленьким демоном Айцу. Ростом он был менее 150 сантиметров. Но у него, как говорят, были техники сверхъестественного уровня, а также пронзительные глаза, способность узнать прошлое, настоящее и будущее человека еще до встречи с ним. За свою жизнь он обучил около 30 тысяч студентов, множество политиков, военных, судей, полицейских и других высокопоставленных лиц со всей Японии, в том числе многих известных мастеров боевых искусств. Среди них были фехтовальщик Хидетару Шимоэ, основатель айкидо Марихей Уэсиба, создатель хакорю Йосицурихо Окуяма, создатель хапкидо Чо Йон Соль, Масао Тонетате и Такума Хиса. Двое последних единственные, кто получил Менкэ Кайтен по Тайторю Айкитицуцу из рук самого Сокаку Такэты. У меня на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!